Всем привет! Вы на канале Dasha Models. И сегодня я буду пополнять свою коллекцию грузовичков Московского автозавода. И ее пополнит вот эта интересная модель ЗИС-05 с кузовом ММЗ. И это довольно интересная коллаборация Московского автозавода имени Сталина, или же ЗИЛа, как впоследствии, с Мытищинским машиностроительным заводом, которая, кстати, и эта коллаборация продержалась, и, можно сказать, до последних дней ЗИЛа. И, соответственно, благодаря таким грузовичкам в 40-х годах и восстановилась экономика Советского Союза. Поехали! В честь Дня Победы мне захотелось сделать что-то, может быть, и военное, но одновременно и мирное. И плюс это еще один выходец из Московского автозавода. Небольшая модель от АВД по приятной цене с небольшим количеством деталей и собирается буквально за один вечер. После быстрой нехитрой сборки я загрунтовала модель аэрозольным грунтом. Потом я покрасила раму грузовика в черный цвет и нарисовала предварительные тени на кузове и кабине. И окрасила модель в классический зеленый цвет. Хоть модель и имеет гражданское предназначение, красили такие грузовики, как правило, по-военному. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от «Звезды», от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Самосвалы на базе грузовиков ЗИС-5 представляют собой увлекательную главу в истории советского автомобилестроения, демонстрируя инженерную смекалку и адаптацию техники к нуждам народного хозяйства и также военного времени. Эти машины, созданные в 30-х годах, стали одними из первых советских самосвалов с гидравлическими системами разгрузки, что для того времени было передовым решением. В середине 30-х годов в СССР началось активное создание самосвальных модификаций на шасси ЗИС-5. Одними из первых были гидравлические самосвалы, разработанные на механическом заводе строительства канала Москва-Волга, он же МВС. Эти машины оснащались горизонтальным гидроцилиндром, приводимым в действие шестеренчатым насосом, который получал крутящий момент от коробки отбора мощности. Гидравлика позволяла плавно поднимать кузов на угол до 50 градусов, что было значительным преимуществом по сравнению с механическими системами. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. А в качестве зеленого цвета я применяю краски от Machete оттенок Ivy Green. Первые гидравлические самосвалы столкнулись с рядом проблем: высокой стоимостью производства до 5000 советских рублей за переоборудование, утечками масла и износом роликовых механизмов. Тем не менее, к концу 30-х годов именно гидравлические системы стали доминировать благодаря своей надежности, а также удобству эксплуатации. Потом настало время ручных работ. Мне надо окрасить салон грузовика, решетку радиатора и фары. Среди интересных экспериментальных разработок выделялся самосвал ЗИС-20 с трехсторонней разгрузкой, созданный по образцу британской фирмы Gerwood. Его платформа могла опрокидываться не только назад, но и на боковые стороны, что увеличивало универсальность машины. Однако сложность конструкции и также длительное время разгрузки до 2,5 минут сделали эту модель непопулярной среди водителей. Другой любопытной модификацией стал самосвал ЗИС-19, который послужил прототипом для серийных машин, выпускавшихся автобазой метростроя. Эти самосвалы имели корытообразную платформу с автоматически открывающимся задним бортом и использовали дешевое веретеное масло в гидросистеме, а зимой его смешивали с ацетоном для сохранения текучести. В годы Великой Отечественной войны производство самосвалов на базе ЗИС-5В упрощенной военной версии продолжилось, хотя основное внимание уделялось бортовым грузовикам. После войны на смену пришли более совершенные модели, такие как Урал-ЗИС-355М, который выпускался до 1965 года, и даже появившийся в фильме «Джентльмены удачи» в роли цементовоза. А смывкой из жидкой коричневой краски я прорисую тени между досок кабины. Даже первые послевоенные ЗИСы имели деревянную кабину. А также я потом нарисую тени и на кузове самосвала.
Самосвалы на базе ЗИС-5 отличались простотой и ремонтопригодностью. Их двигатели могли работать на низкокачественном бензине, керосине или даже спиртовых смесях, что было критично важно в условиях дефицита топлива. Грузоподъемность составляла около 3 тонн, хотя на практике машины часто перегружали до 5 тонн, без серьезных последствий. Опыт, полученный при создании самосвалов на базе ЗИС-5, повлиял и на дальнейшее развитие советской грузовой техники, включая такие модели, как ЗИЛ-164 и КРАС. А сегодня эти машины можно встретить в музеях, например, в коллекции Александра Ломакова или в Петербургском музее «Самоход», где сохранился редкий экземпляр довоенного самосвала. Таким образом, самосвалы на базе ЗИС-5 стали не только важным этапом в истории советского автопрома, но и символом инженерной мысли, адаптировавшейся к вызовам времени, от масштабных строек 30-х годов до суровых условий войны. Итак, передо мной две модельки. И эта модель у меня была из коллекции журнальной серии «Наши грузовики». Я ее немножко облагородила пигментами, потому что мне здесь не очень понравились какие-то сколы, попались на моей модели. И вот так она выглядит. А это уже сборная модель от фирмы АВД. И вы можете сравнить, насколько костромичи, потому что наши грузовики — это тоже костромская фирма. И, я так понимаю, они очень родственны со своими моделями. Очень-очень похожие модели, но, как видите, сборная модель, на мой взгляд, получилась более выразительной и яркой. Так что, если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте комментировать. И до новых встреч. Пока-пока.